вам про одну из очень интересных частей нашей стройки – потолочные кондиционеры в доме Эклера. Мы живем в Калифорнии, и здесь, как вы понимаете, жарко. Да, есть люди, которые спокойно живут без кондиционера, но я не из них. Когда в доме плюс 30, романтика быстро заканчивается. А сейчас у нас стоит центральный кондиционер, и это очень неудобно. Нельзя контролировать температуру в отдельной комнате, и в итоге получается классическая история. В одной комнате ледник, а в другой сауна. Плюс это просто неэффективно. Зачем охлаждать весь дом, если используешь всего две комнаты? Поэтому мы решили делать отдельные юниты для каждой комнаты. Настенные кондиционеры – самый простой вариант, но эстетически нам они не нравятся. В Эклер-доме потолок – это архитектура, это линии, геометрия, ощущение пространства. И повесить белую коробку на стену для нас это было бы каким-то компромиссом. Мы захотели встроенные потолочные юниты. И вот тут начинается самое интересное. В Эклер-домах нет обычного чердака, нет пространства между потолком и крышей, куда можно спрятать оборудование. Конструкция крыши – это система post and beam плюс тонкий сэндвич, кровля, утеплитель и сразу потолок, почти без запаса по высоте. И это значит две вещи. Во-первых, физически почти нет глубины, чтобы что-то встроить. Во-вторых, каждая балка – это часть несущей системы крыши. Это не декоративный каркас. Это конструкция, которая держит весь вес крыши, солнечные панели, а также выдерживает сейсмическую нагрузку. В обычном доме можно вырезать отверстие в потолке и спрятать все на чердаке. В Эклер ты режешь и ты вмешиваешься в конструкцию крыши. Поэтому большинство HVAC-компаний просто сказали нам, в Эклер такой поставить нельзя. Но мы решили, что все-таки можно. Мы пошли по двум направлениям. Первое – это мы выбрали узкие, легкие потолочные юниты. Второе – подключили структурного инженера. Он рассчитал, какого размера дополнительные балки нужно добавить, чтобы создать самостоятельный каркас, который будет держать кондиционер. То есть мы не просто вставляем его в потолок, мы строим отдельное усиление, согласованное по нагрузкам. И все это нужно согласовать с городом, иначе инспекцию не пройти. Дальше геометрия. Там, где потолок ровный, все относительно просто. Но в кухне и гостиной у нас скошенный потолок. Кондиционеры должны стоять строго горизонтально. Значит, есть два варианта. Либо углублять юнит вверх, либо немного опускать его вниз. И решение зависит от направления потока воздуха. Наши архитекторы сначала поставили кондиционеры вообще в центре комнаты. Вот так вот. Но у узких юнитов воздух направлен только в одну сторону. Посмотрите сами, как здесь. Поэтому такой вариант неэффективен. Обычно их ставят вдоль длинной стены, что мы и сделали в детских. Но в гостиной, если следовать этой логике и поставить вот так, то из-за уклона крыши юнит получается либо слишком глубоко утопленным, либо слишком сильно выпирающим. И мы приняли решение развернуть его на 90 градусов. Таким образом, ступенька уменьшилась на несколько дюймов. Это оказалось намного аккуратнее визуально. Но после этого началась настоящая игра в тетрис. Нужно было, чтобы потоки воздуха от разных юнитов не мешали друг другу, чтобы не было препятствий. Нужно учитывать перегрев у окон, учитывать уклон крыши, смотреть, где балки, и также не забыть про деревянную отделку этих ступенек, потому что математика здесь – это не только про нагрузки, это еще и про эстетику. Нужно было сделать так, чтобы потолок выглядел цельным, чтобы не появлялось лишних уступов. И, честно говоря, в какой-то момент я перестала понимать эту 3D-геометрию. Спасибо мужу, он смог все объяснить строителям, и в итоге получилось невероятно красиво и аккуратно. Но на этом приключения не закончились. Строители подготовили балки, приехали ребята из HVAC-компании и начали монтаж.
каждый кондиционер входит провод и труба для отвода конденсата. Чтобы сохранить конструктивную прочность, отверстия нужно вырезать аккуратно и строго в допустимых местах. И тут мне приходит фото. Они просто вырезали 3/4 балки. Просто взяли и срезали 3/4 несущего элемента. Разумеется, так делать нельзя. Остаток древесины не способен выдержать нагрузку. Это буквально ослабление конструкции крыши. К счастью, мы это увидели не так поздно. Они успели испортить только 3 юнита из 7. Мы срочно остановили работы, и прорабу пришлось полностью переделывать усиление в этих местах. Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно, потому что это время, деньги и нервы. Как всегда, нервы. Но сейчас работа почти закончена, и результат действительно стоит всех мучений. Когда смотришь на потолок, ощущение, что кондиционеры там всегда и были. Линии чистые, геометрия сохранена. На кухне нам удалось сделать утопленный вариант, а в гостиной так не получилось, потому что воздух дует в другом направлении относительно уклона крыши, и он бы просто дул в ступеньку. Поэтому мы сделали аккуратный выпадающий вариант. Через неделю, надеюсь, все работы по кондиционерам уже будут завершены, и мы забудем всю эту драму. Я обязательно покажу финальное видео, когда все будет готово и система будет работать. Если у вас Эйхлер, то знаете, встроенные потолочные кондиционеры возможны. Это сложно. Нужно считать нагрузки, нужно усиливать конструкцию, нужно контролировать монтаж, но это возможно. И результат действительно того стоит.